Когда Mercedes объявили, что они готовят наследника SLS AMG, я был полон ожиданий. Спортивное подразделение AMG, одного из лучших автоконцернов в мире, готовит новый спорткар. Однако, когда AMG GT представили, мои впечатления были спорные. С одной стороны, прекрасная трансмиссия, двигатель, шасси. Автомобиль прекрасно управляется. Это автомобиль, где ты действительно получаешь кайф за рулем. Но, по моему мнению, был огромный недостаток. Его внешний вид. Нет, он не то чтобы страшный. AMG GT, он, как бы сказать, не впечатляющий, невнятный. Да, он красивый, элегантные линии, но не было агрессии. От спорткара, от AMG ожидаешь брутальности. Экстерьер автомобиля, как мне кажется, не дотягивал до его внутренней части. Но моим душевным страданиям было суждено прекратиться. Ведь Mercedes представили автомобиль, который сегодня у нас на тесте. Это Mercedes-Benz AMG GT-R. Бывают автомобили, за рулем которых ты ощущаешь себя очень круто. AMG GT-R один из них. Но это не та крутость, которая возникает у водителя бэушного Land Cruiser Prado. Нет такого, что ты хочешь говорить о трехзначных цифрах, о фуре, улетающей на Владик, циферки набирать, ну и тому подобное. За рулем этого автомобиля ты ощущаешь себя действительно крутым. И это не та неотесанная, грубая брутальность, как у гелика. За рулем этого автомобиля представляется успешный бизнесмен, который при этом продолжает следить за собой. У него нету пузика, он подтянут. И если надо, он может поговорить по-мужски. Этому ощущению брутальности за рулем вторит и внешний вид. AMG GT-R выглядит очень агрессивным, но в то же время элегантным и дорогим. Здесь расширили передние и задние колесные арки. Новые передние и задние бампера с активной аэродинамикой. Сзади огромный диффузор, крылья и крыша из карбона. На дороге AMG GT-R вызывает трепет, особенно в этом черном цвете. Все тебя пропускают, не нужно ни фарить, ни газовать, ни бибикать. Люди сами перестраиваются перед тобой. С одной стороны, им страшно, с другой стороны, они хотят полюбоваться этим монстром. Но самое главное, AMG GT-R, внешняя форма соответствует содержанию. Это не просто AMG GTS с чип-тюнингом. Доработан весь автомобиль. Впуск, выпуск, турбины, подвеска, коробка передач. Все было доработано. AMG GT-R не просто быстрый, не просто мощный. Он бешеный. Когда ты нажимаешь на этом автомобиле газ в пол, у тебя мурашки. Новый AMG GT-R не потерял AMG-шности. Это настоящий брутальный V8. Только теперь он управляется как настоящий спорткар. Как он держит дугу, как он ускоряется, работа коробки. Автомобиль настолько хорош, что в городе ты никогда не почувствуешь его пределов. Он будет лучше тебя. При этом он остался Мерседесом. Роскошный салон, спортивные ковши, очень комфортный. При этом, если перевести машину в комфортный режим, здесь не то чтобы шумно. Автомобиль вполне пригоден для каждодневного использования. Более того, новый двигатель, у него отключается 4 цилиндра. А если на скорости, ну вот как сейчас, 90 км в час отпустить педаль газа, сцепление размыкается, и ты по сути катишься на холостых.
Это действительно спорткар на каждый день. Обзорность замечательная. Я бы не сказал, что у меня здесь много мертвых зон. Можно поставить опциональную музыку «Бурмейстер» и катайся сколько влезет. Но, наверное, это не главное в AMG GT-R. Все-таки это автомобиль из зеленого ада. На нем хочется и нужно наваливать. И поверьте, вам это никогда не надоест. Однако, сколько бы восторга не вызывал AMG GT-R, сегмент спорткаров, их трековых версий сейчас перенасыщен. И один из лидеров данного сегмента – этот автомобиль. Lamborghini Huracan Performante. Когда ты сидишь за рулем этого автомобиля, понимаешь, все познается в сравнении. Да, AMG GT-R быстрый, юркий, классно держит дорогу, крутой звук, но конкуренты не дремлют. Одна из основных проблем AMG GT-R – его лишний вес. Он тяжелее своих конкурентов на 100-150 килограмм, как, например, с этим Huracan Performante. Не зря, когда вспоминаешь Lamborghini, первая ассоциация — слово «страсть». Здесь так и есть. Эмоции бьют через край. Руль здесь острее, подвеска жестче, шумоизоляции меньше. Атмосферный V10 визжит так, что звенят уши. Вот только в городском использовании это скорее недостаток, а не плюс. Если в AMG GT-R ты думаешь о его качествах, ого, а где же предел? Вот это да, сколько мощности. Здесь наоборот, ты сидишь и говоришь: елки-палки, сколько же здесь мощности, какая же она жесткая, какая она нервная. Слишком много для города. В конце концов, ты по сути сидишь на алюминиевой раме, потому что здесь алюминиевая пространственная рама, карбоновые кресла толщиной пару сантиметров, и все, дальше твоя пятая точка. В AMG GT-R подъехать к клубу можно красиво, спокойно, статно. В то же время можно поднавалить и красиво залететь боком. Здесь же ты влетишь в паркинг, распугав всех в округе 2 километров. Да, быть может, это прикольно. Раз в неделю. Не, ну это весело, конечно, но от этого устаешь. Huracan не такой универсальный. Это действительно автомобиль выходного дня. Пытаться ездить на нем каждый день, если не самоубийство, то, самоистязание. Немногие согласятся на это. В городе Performante не хватает универсальности. И это ощущается не только в ездовых характеристиках. В AMG GT-R уже салон тесный и есть какие-то недочеты по эргономике. Здесь таких недочетов еще больше. Крыша буквально давит тебе на голову. В Мерседесе шикарный фирменный салон. Здесь он тоже стильный, но если присмотреться, так и хочется сказать: здравствуй, Audi. Да, Performante очень технологичный автомобиль. Экс-рекордсмен Нюрбургринга. Активная аэродинамика, так же, как и у Мерседеса. Да, Lamborghini Huracan – это ураган, автомобиль, эмоция. Прекрасный двусцепленный робот. Огромный, кричащий атмосферный V10. Управляется он, будто бы читает твои мысли. Но нужно ли это все в городе? Mercedes AMG GT-R больше приспособлен для города. Он тише, он комфортнее. На нем действительно можно передвигаться каждый день, и через 2 часа голова не раскалывается. Lamborghini слишком нервная, она слишком хочет показать тебе, какая она бешеная и импульсивная. Но что в первом, что во втором автомобиле, в условиях центра Москвы или даже широкого шоссе до пределов добраться нереально. Именно поэтому мы отправились на трек, на обновленный ADM Raceway.
как AMG GT-R на треке. Первое, что ты замечаешь, насколько он все-таки тяжелый. Но второе, на что обращаешь внимание, насколько хорошо поработали инженеры, чтобы побороть эту проблему лишнего веса. Немного диеты, потому что он значительно легче GTC или GTS, а также задние подруливающие колеса. Ребят, кто не ездил за рулем автомобиля с задней подруливающей осью, это просто чит. Машина буквально вкручивается в затяжных дугах, когда не хватает как раз вот этого изначального, да, возможности поворота изначальной, когда нос начинает вытягивать вроде бы наружу, задняя ось, она творит чудеса. Еще одну вещь, которую сделали инженеры AMG GT-R, и она очень чувствуется на треке, это тот факт, что передние протекторы, они очень широкие, 275 миллиметров. Благодаря этому, несмотря на здоровенный, да, тяжелый нос, машина как будто бы опирается на внешнее колесо, и проблема андерстира практически исчезает. Но все равно чувствуется лишний вес. Ну ладно, это все придирки, потому что в остальном AMG GT-R, он просто фантастический. Если его описывать одним словом, я бы его назвал мускул. По-другому не скажешь. Двигатель просто дикий. Он турбированный, но турбины в развале блока. За счет этого турбоямы я почти не чувствую. Более того, постепенно момент увеличивается, как будто бы это атмосферник. Конечно, бы хотелось немного больше оборотов. Здесь отсечка 7000. Но в остальном AMG, конечно, молодцы. Этот двигатель, он восхитительный вообще. На AMG GT-R это просто сказка. Ну, конечно, этот выхлоп. Они не потеряли вот этот бас, рык, который был раньше в больших двигателях. Если, например, Ешки-63 не хватает баритона, то здесь он вернулся. Еще одна вещь, на которую обращаешь внимание сразу, когда едешь за рулем на треке, какой же все-таки у AMG GT-R бесконечный капот. Ты должен рассчитывать таким образом, что ты сидишь на задней оси автомобиля. AMG GT-R это же действительно зверь из зеленого ада. Халк. Он сумасшедший. Мощность ощущается везде. В повороте, в ускорении. Этот рык добавляет ощущений. Блестящая машина. Тормоза также приятно удивляют. Я проехал уже немало кругов, но ощущения того, что они поплыли, нету. Конечно, все равно, если делать боевые круги, то кругов 5-6 и машина начинает плыть. Но именно для города этого более чем достаточно. На треке их предел находишь только если наваливаешь на все деньги. И еще один момент. Несмотря на то, что он очень мощный, как я и говорю, он дикий, ощущается таким бешеным вепрем, который прет сквозь чащу леса, все сбивает на своем пути. При этом нельзя сказать, что он неконтролируемый. Наоборот, машина очень сбалансирована. Транзаксель, конечно, играет тут свою роль. И опять же, это та же самая подруливающая задняя ось. Что она делает? Машина ощущается совсем по-другому. Блестящий автомобиль. AMG GT-R, конечно, замечательный автомобиль, но визг перформанты он не хуже ни разу. И ощущения за рулем абсолютно другие. Если в AMG GT-R я жаловался на лишний вес, то здесь нет и намека на него. Машина стабильна. Недостаточная поворачиваемость прощупывается, ну, если ехать на самом пределе. В остальном, при выходе из дуги, она даже пытается выставиться боком. Благо, полный привод, особенно на этом треке, на ADM Raceway, он спасает. Вообще, автомобиль в целом ощущается по-другому. Не только за счет того, что он легче, по правде. Ты сидишь ниже. У тебя нет длиннючего носа. Такое ощущение, что ты на переднем бампере, и ты смотришь, куда поедет автомобиль. Хуже или лучше, я не буду говорить этого, потому что это дело вкуса. Но в чем я могу быть уверен на 100%, так это в том, что ощущение скорости здесь намного больше. Особенно за счет кричащего V10 за спиной.
У GT-R в шиканах ты чувствуешь лишний вес постоянно. Здесь же машина собранная. Как я говорил, AMG GT-R очень жесткий в плане сам кузов. Он как кирпич. Но он как будто бы на небольшой подушке. Он все время немного приседает. И вытягивает, спасает ситуацию подруливающая задняя ось и широкие передние колеса. Здесь это не нужно. Машина сама по себе как кирпич также. Вот только подушки этой нету. Сказать, что одна машина объективно лучше другой, я не возьмусь, потому что это совсем разные впечатления, эмоции от вождения. На треке все-таки перформанты ощущаются более гоночные, более спортивные. Чувствуется, что AMG GT-R пришел корнями от классического GT. Длинный капот, двигатель почти что внутри базы, но спереди. Здесь же дикий спорткар превратили в трек-тул. Все-таки среднемоторная компоновка с двойными рычагами, она решает. Еще одна вещь, которую я не могу не упомянуть, это, конечно же, настройки педали газа. Какой бы замечательный двигатель у AMG GT-R не был, он все-таки турбированный. Если сравнивать с другими турбомоторами, претензий нету. Но когда ты садишься в крутильный атмосферник объемом 5 литров, ты понимаешь, насколько затянуты реакции на газ у турбированного мотора по сравнению с атмосферным двигателем. Но я могу разглагольствовать сколько угодно, все-таки мы на треке, а потому было бы крайне неправильно уехать с этого трека, не замерив эти прекрасные автомобили. Итак, AMG GT-R против Huracan Performante на обновленном треке ADM Raceway. Поехали! Для того, чтобы определить, какой из автомобилей самый быстрый, мы пригласили профессионала, одного из самых титулованных гонщиков России, члена команды G-Drive Racing Романа Русинова. Опа! Привет! Привет, Роман. Ну что у нас сегодня? Mercedes-Benz и Lamborghini? Да, Huracan Performante и GT-R. Ты готов? Супер, жду с нетерпением. Погнали! Погнали! Ну что ж, Роман, ты проехал на обоих авто. Что ты скажешь об AMG GT-R? Слушай, супер эмоции. Именно круто, что мы приехали на ADM Raceway. Mercedes-Benz просто супер машина, но слишком тяжелая. Да, то есть ты прям чувствуешь, что перед проезжает мимо поворот, ты чувствуешь, что двигатель находится спереди. На третьем кругу все, резина практически перегревается и тормозов уже нету. Как только мы переходим к Lamborghini, здесь мне все очень понравилось. Да, по-прежнему это автомобиль класса GT, но он по-другому рулится. И самое главное, у него есть прекрасное преимущество – полный привод. Именно здесь это, на мой взгляд, сыграет решающую роль, потому что на этом автомобиле на выходе из всех медленных шпилек ты чувствуешь, что тебе не хватает. У тебя избыток мощности, то здесь за счет полного привода ты буквально выстреливаешь из поворота. Поэтому, на мой взгляд, мой фаворит будет именно Lamborghini Huracan Performante. Ну, я еще добавлю, орет она просто. Что касается результатов, Mercedes AMG GT-R проехал трек за минуту 40 секунд и 180 тысячных секунд. А Huracan удивил и приятно удивил. Минута 38 секунд 639 тысячных. Но, ребят, это не все. У нас еще сюрприз. Мы взяли немного шире, да, диапазон и притащили сюда с собой итальяночку Ferrari 488. Разница между прошлыми автомобилями в том, что 488, по идее, спорткар, но это гражданский суперкар. Он не предназначен для трек-дней. В двух словах, что ты о нем думаешь? Слушай, это самый веселый автомобиль из этих трех. Почему? Задний привод, самый мощный автомобиль, и все-таки это Ferrari, и он просто любит ездить боком. Но я немножко заигрался, поэтому, скорее всего, чересчур пытался дрифтить именно на этом автомобиле. Я думаю, что время должно быть приблизительно такое же, как у Mercedes-Benz AMG GT-R, но Ferrari намного веселее.
А если мы будем говорить про шорткат, то 3 кругов ему слишком мало, и именно из-за того, что на всех этих 3 автомобилей 3-й круг, все, резина перегрелась, и нужно заезжать в боксы или проехать как минимум 2-3 медленных круга, то на шорткате все наоборот, резина еще не прогрелась, и, скорее всего, 3-й, 4-й, 5-й круг должны были быть на 2-3 секунды, может быть, 4 быстрее. Ну, ты все сказал практически правильно, потому что Ferrari, которая стоит дороже, чем AMG GT-R, но при этом это не трековая версия, проехала за минуту 41 секунду 286 тысячных, то есть на секунду медленнее AMG GT-R, при этом, да, ты говоришь, ты боком много ездил. Я ездил боком, она дарила огромное количество эмоций, я заигрался, да, то есть автомобиль, от которого я получил, ну, помимо шортката, который вообще все ехал боком, из-за того, что как резину я не успел еще прогреть, то, на мой взгляд, это мой фаворит с точки зрения эмоций, с точки зрения времени круга, естественно, это Lamborghini, а с точки зрения поездки на каждый день и по городу, я думаю, что Mercedes-Benz самый комфортный, одновременно самый спортивный автомобиль. Поэтому здесь очень сложно выбрать. У каждого автомобиля есть свое достоинство, каждый автомобиль предназначен для определенных целей. Да. И более того, да, все вот эти первые 3 автомобиля, они стоят больше 15 миллионов рублей, Ferrari стоит больше 20 миллионов рублей. Что-то более доступное, это как раз шорткат. Более того, он на боевой резине за 3 круга, даже не успели его толком прогреть. Его результат минута 47,9, как Роман говорит, можно даже 3 секунды еще где-то с круга снять. Практически за 1 000 000 рублей стоят тормозные диски стак у Ferrari. Да? Можно купить автомобиль, который будет ехать так же, как самые дорогие престижные спорткары. Суперкары, я бы даже сказал. С вами был Drag Times Test Drive, Артемий Ем, Роман Русинов. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!